Как я организую свой рабочий рисовальный процесс? Как удается рисовать довольно много, довольно симпатично, довольно продуктивно. Что я делаю для этого? Сейчас постараюсь рассказать все подробненько. И для начала покажу свои инструменты и покажу вот эти вот ориентиры, которые для меня прям постоянные. Это книга Артура Гаптилда «Работа пером и тушью». И наравне с этой книгой, конечно же, я я использую. Да, я использую кофе лавацу и завариваю ее обычно. Это очень важный ингредиент в рисовальном проектировании процессе в мокке, традиционной итальянской мокке. Традиционное итальянское кофе, традиционная итальянская мокка. И это очень неплохое начало рабочего дня, и оно заряжает не хуже, чем книги. Но лучше, конечно, эти вещи действуют в комплексе, когда ты и пьешь кофе, и читаешь умную книгу. Вот такую книгу я поглядываю, ну и почитываю для разминки. А вот это мой набор инструментов, мои рисовальные штучки. И немножко проговорю про них. Это, например, скетч-маркер. Когда мне необходимо делать такие широкие, жирные, интенсивные линии, очень удобно его использовать. Ну, практически для тонкой работы он бесполезен, но вот жирные линии он дает. А вот этот может делать и жирные линии, и тонкие линии. Это микроновский графикс. В чем его большая польза? В том, что он может и тонким кончиком писать, вот у него такой углом в форме долото стержень. Также может писать и широкой жирной стороной. И вот эти вот линеры, которые я сейчас использую, это стабило двух разных оттенков. Но оттенки, которые уходят в сепию, в коричневый, в такую благородную, симпатичную историю. Это тот цвет, который я себе более-менее допускаю. А вот тот цвет, скоро который придет ко мне, мокка уже закипает. Им прям передать невозможно того восторга, которым наполняет меня этот процесс. И мой любимый подстаканник от РЖД. Ну, как давно я не использовал поезда или электрички. Ну, недавно. Поезда давно, а электрички, ну, так, что-то последнее время бывают у меня в поездках на проекты. Но мне дичайше нравится эстетика. Я думаю, если окружать себя симпатичными штуками, то и делать ты процесс свой будешь более-менее симпатично, потому что меняется уровень нормы, и это прекрасно. Поэтому я стараюсь на столе держать что-нибудь вот такое вот очень красивое. Дальше следующий персонаж моего набора — это параллель пен. Это такое японское перо для каллиграфии, плоское, как вы видите. И оно тоже может писать очень тонко, вот этим уголком, и очень широко, жирно, вот этой вот широкой стороной. Что ж, пришла пора открывать мой скетчбук и просматривать, что у меня там было. Для того, чтобы разогнаться, ну, я использую кофе, я использую книги и немного прохожусь по моим старым проектам. Это очень любопытно, потому что ты берешь и как будто бы сразу входишь, ну, в ту симпатичную, хорошую эстетику, которую ты когда-то делал. Немножко посмотрел, у самого себя поучился. Ну, я не знаю, как это объяснить, но это работает. Если посмотреть свои хорошие, симпатичные работы, то сразу же рисовать становится чуть проще и чуть легче. И кофе заряжает мое настроение, и мои старые проекты, прошедшие, они заряжают мой уровень нормы. Я думаю, окей, тогда ты напрягся, тогда ты был в моменте, в материале, в силе, и ты должен использовать это же состояние и для своих текущих проектов. Ну, я так прохожу, сделаю какие-то пометки, ну, как-то вливаюсь в прошлый процесс. Это как зарядка, как упражнение. Ну и плюс от этого момента мой скетчбук постоянно становится симпатичнее и симпатичнее, потому что вот я его пролистываю, дорабатываю некоторые моменты, и кайфа и радости очень-очень много. А декоративная наполненность моего скетчбука, она только растет, и графика улучшается и улучшается. И любопытный момент, если раньше у меня графика была большей частью черно-белая, то теперь постепенно в нее входит цвет. Вернее, не входит сам цвет, а приходят туда оттенки, которые коррелируют с идеей сепии, с идеей светло-коричневого, с идеей охры. И они сочетаются с черным цветом и дополняют друг друга очень-очень органично. Вот мне так нравится, когда рисунок становится теплым. Холодная, сухая, черно-белая графика, она благородна, она великолепна. Но если приносить туда немножко правильного цвета, который коррелирует, ну, с моим стилем рисунка, то получается все очень хорошо. Даже если, например, не приносить туда черный. И получается такая интересная штука. Когда вот светло-коричневым я делаю набросок, а потом темно-коричневым я уточняю все.
А потом черным я вывожу все мелкие окончательные детали. Ну и, конечно, посматриваю на всяких умников, типа Артура Гаптилда, как они тщательно прорабатывали всю эту историю, как они академично подходили к технике рисунка. Я многое из этого пропускаю в своем рисовании. Конечно, многое пропускаю в своем рисовании, но что делать? У меня все-таки проектная графика и идея рисовать быстро просто хорошо. Пришла в голову идея, ты бамс-бамс отразил ее. Вот вчера, например, сидели, обсуждали с архитекторами некоторые моменты текущего проекта, и вот там человечек нарисовался на деревянном постаменте. А это из позапрошлого дня тоже один большой и интересный проект. Что из него получится, тоже пока непонятно. То есть попил кофе, полистал свой скетчбук, полистал умных авторов, вернулся к своим проектам, посмотрел, что там. Вот этот альбом я держу, потому что у меня вот почему-то это все не влезло в мой скетчбук. Я помню почему. Смотрите, у моего скетчбука очень плотные листы. А для вот того, чтобы с компьютера переносить план на лист, мне удобно лист прозрачный, ну, полупрозрачный, обычной офисной бумаги, положить на экран монитора и перерисовывать основу, а потом по ней рисовать. А с вот этим скетчбуком я так не могу делать, потому что он А4, он маленький. Мне нужно больше. Листы формата А3. Когда у меня был скетчбук формата А3, я, в общем, не испытывал такой проблемы. Поэтому вот этот скетчбук конкретно я, конечно, постоянно хочу сменить. Иду, продолжаю смотреть, что у меня вот в моих скетчбуках, потом обращаюсь в мой компьютер, привет, он немножко запыленный, потому что постоянно в работе, и там происходят тоже какие-то вещи. Я рисую сначала в скетчбуке, потом строю простую модель компьютерную, потом смотрю, как это будет работать и отражаться с разных ракурсов, делаю один набросок в 3D, другой набросок в 3D, потом делаю наброски в скетчбуке, ну, то есть прыгаю из одной системы измышлений в другую. И сам процесс, он становится очень вариативным, очень легко пойти назад, не утыкаться, например, там, в один выбранный вариант, а можно делать их много-много-много. И в этом одно из больших-больших преимуществ скетчинга для работы в проектировании, в ландшафте и в архитектуре. То есть там, где ты будешь жалеть свою сделанную работу, если ты делаешь это все в 3D, в скетче ты не будешь этого делать, ты будешь спокойно относиться и работать быстро. Если вам нравится такой подход и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и моя школа рисования в описании к видео и в ссылке в шапке профиля. Переходите и подписывайтесь, там самые крутые уроки. И еще напоследок покажу интересную штуку, как вот эта вот проектная графика, она переходит в такую более отточенную графику. То есть то, что я работаю на моем скетчбуке, по сути, я отрабатываю все вот эти вот элементы, которые переходят потом в большое рисование, которое можно повесить на стену. И я постоянно вот сейчас покажу, держу на стене вот такую вот, например, картинку. Для того, чтобы фиксироваться, ты рисуешь свою проектную историю, у тебя тут висит такая парадная история формата А2, ну, такой он очень большой, и ты понимаешь, что ты не зря делаешь каждый штришок, постоянно отрабатываешь, да.